Приветствую вас, дорогие друзья! Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Далеко на севере, в суровых водах Арктики, разыгралась настоящая трагедия, привлекшая внимание всего мира. 10 касаток, среди которых было 4 маленьких детеныша, оказались в смертельно опасной ситуации. Преследуя свою добычу, они попали в ловушку и оказались заперты среди плотного слоя льдов. Морская поверхность, которая недавно была свободна от льда, очень быстро замерзла и стала настоящей ледяной тюрьмой. Это произошло из-за неожиданного похолодания, вызванного непогодой. Несчастные касатки оказались заперты в небольшой полынье, окруженной толстым слоем льда. Животные не могли самостоятельно выбраться на свободу и начали паниковать, что могло привести к их гибели. Местные рыбаки первыми заметили, что что-то не так. Они услышали громкие звуки, доносившиеся издалека. Это были удары касаток о лед и их жалобные крики о помощи, похожие на плач. Сразу позвонив местным властям, один из рыбаков вспомнил похожий случай, произошедший несколько лет назад, когда спасти грациозных морских хищников не удалось. Он понимал, что нужно действовать быстро. Новость быстро распространилась по всем телеканалам. Люди по всему миру с тревогой следили за развитием событий. Многие выражали готовность помочь попавшим в беду касаткам любым способом. Через несколько часов к месту происшествия прибыли уже биологи и волонтеры. Они понимали, что времени мало, и начали действовать без промедления. Была организована масштабная спасательная операция. Доктор Анжелика Грин, ведущий биолог-маринист, возглавила научную группу. Она быстро оценила ситуацию и разработала план действий. Спасатели привезли с собой тяжелую технику и специальные пилы. Их первой задачей было расширить полынью и создать для касаток путь к открытой воде. Команда инженеров разработала специальную систему для распределения нагрузки техники на лед. Это позволило избежать провалов и ускорить работу. Небольшой ледокол начал пробивать лед со стороны океана, создавая безопасный проход для касаток. Постепенно приближаясь к ним со стороны открытой воды, волонтеры и биологи постоянно находились рядом с животными. Они поддерживали касаток, стараясь обеспечить им доступ к кислороду. Люди поливали застрявших животных водой, чтобы их кожа не пересыхала. Мария, молодой волонтер, заметила, что один из детенышей особенно напуган. Она начала петь ему тихую песню, что немного успокоило малыша. Спасатели использовали мощные пилы, металлические колья и другие инструменты, чтобы прорезать лед вокруг касаток там, куда ледокол не мог добраться. Люди создавали небольшие отверстия во льду, чтобы животные могли дышать. Затем эти отверстия постепенно расширяли, соединяя их между собой. Работа была очень тяжелой. Лед был толстым и плотным. Было трудно пробивать его. Требовались большие усилия и слаженная работа всей команды. Несмотря на усталость, никто не сдавался. Опытный спасатель Марк предложил использовать специальные обогреватели для подогрева воды вокруг льда. Это помогло ускорить процесс таяния льдов. На берегу рядом с местом происшествия установили временные палатки, где люди могли отдохнуть и согреться в перерывах между работой. Волонтеры и местные жители приносили горячие напитки. Местные жители активно предлагали свою помощь. Они поделились своими богатыми знаниями о поведении льда и животных в арктических условиях. К сожалению, погода ухудшалась с каждым часом. Сильный ветер и снегопад делали работу спасателей еще более сложной. Температура воды и воздуха опускалась все ниже, а условия становились экстремальными. Но это не останавливало упорную команду. В этот момент к месту событий прибыл Питер ван дер Вольф, голландский эколог и эксперт по защите окружающей среды. Питер уже долгие годы жил на севере, занимаясь здесь различными проектами по сохранению и защите природы. Узнав о ситуации с касатками от коллег, Питер немедленно предложил свою помощь. Его опыт работы в суровых условиях Крайнего Севера оказался неоценимым для спасательной операции. Метеорологи предупредили о приближающемся шторме. Это означало, что у команды спасателей оставалось все меньше времени. Используя свои знания о местном климате, Питер помог разработать стратегию действий в условиях надвигающегося шторма. Также, используя свои связи, Питер организовал прямые включения с места событий для нескольких международных новостных каналов. Это помогло привлечь дополнительные ресурсы и поддержку со всего мира. Команды спасателей работали днем и ночью, не прерываясь, лишь сменяя друг друга, чтобы немного передохнуть. Они пробивали путь через льды, стараясь не навредить животным. Вынуждены были установить специальные насосы, чтобы вода в полынье не замерзала и касатки могли свободно дышать.
Инженеры разработали уникальную систему подогрева воды в полынье. Это помогло поддерживать температуру, комфортную для касаток. Питер с командой биологов, опираясь на свой опыт работы в экологических проектах, помогли правильно настроить оборудование, чтобы случайно не навредить морским пленникам. Спасатели установили специальные светильники вокруг полыньи. Это позволило работать и ночью. Свет также помогал обеспечивать безопасность всех участников операции в темное время суток. Инженеры подключили несколько солнечных батарей для питания светильников, чтобы они заряжались днем и безотказно работали ночью. Ветеринары внимательно следили за состоянием животных. Они оказывали необходимую помощь. Один из детенышей получил небольшую рану от острых краев льда. Врачи сразу же оказали ему первую помощь прямо на месте. Доктор Личин, ветеринар, разработала специальную диету для ослабленных касаток. Это помогло поддержать их силы во время спасательной операции. Для дополнительного наблюдения за развитием ситуации использовали дроны. С их помощью координировали действия всей команды и следили за прогрессом в работе. Один из дронов передал изображение, на котором было прекрасно видно, как в трудный момент касатки собрались вместе, словно поддерживая друг друга. С наступлением ночи температура воздуха резко упала, возникла угроза замерзания оборудования. Спасатели быстро отреагировали и с помощью термальных одеял и изоляционных материалов смогли защитить генераторы и насосы от сильного мороза. Команда механиков работала круглосуточно, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, несмотря на экстремальные условия. Через 2 дня к месту спасательной операции доставили самые мощные тепловые пушки, которые только возможно было достать. Беспрерывная работа этих пушек помогла ускорить таяние льда. Это значительно облегчало и ускоряло работу спасателей. Местные власти организовали доставку дополнительного топлива для тепловых пушек и другого оборудования вертолетом, что позволило команде ни на миг не прерывать их работу. На 5-й день спасательной операции волонтеры заметили, что касатки стали двигаться активнее благодаря тому, что вокруг них теперь было гораздо больше свободного пространства. Это был хороший знак. Животные начали восстанавливать свои силы и готовились к выходу на свободу. Биологи провели подводную съемку, которая подтвердила улучшение состояния касаток. Это придало всем участникам операции новый заряд энергии. С помощью дополнительных насосов и тепловых пушек спасатели смогли расширить проход во льду, а поблизости трудился ледокол, пробивая для морских животных путь к долгожданной свободе и не позволяя льду вновь замерзнуть. Когда последний ледяной барьер был сломан, радость охватила всех. Касатки, которые несколько дней находились в опасности, медленно, но уверенно двинулись к открытой воде. Все участники операции почувствовали, что их огромные усилия наконец-то принесли результат. В этот момент произошло что-то невероятное. Рано утром, когда все люди уже были очень уставшими, первая взрослая касатка смогла наконец пробиться к открытой воде. Выбравшись на свободу, морское животное тут же издало громкий радостный крик, словно призывая остальных сородичей последовать за ней. Этот удивительный момент был встречен аплодисментами и радостными криками и был снят на видео, быстро распространившееся в интернете и вызвавшее волну поддержки со всего мира. Воодушевленные успехом команды продолжили работу с новыми силами. Следом за первым животным остальные касатки постепенно пробивались к свободе, а люди внимательно следили за ними и помогали бедняжкам, чтобы они в спешке не поранили об острый край льдин. На освобождении последней, самой большой касатки ушло еще несколько часов, так как ей не хватало узкого прохода во льдах, и людям приходилось помогать ей изо всех сил. Когда, наконец, последнее животное вырвалось на свободу, вся команда едва не плакала от восторга. Люди были счастливы от того, что им удалось совершить почти невероятное и благодаря слаженным усилиям освободить всех попавших в ледовый плен животных. Спасение касаток стало важным напоминанием о необходимости бережного отношения к природе и о том, что каждый из нас играет серьезную роль в ее сохранении. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!